Привет, друзья! На фоне бесконечных споров о миграции в Европейском Союзе из Берлина начинают просачиваться тревожные сигналы. Германия может полностью пересмотреть свое отношение к вопросам приема мигрантов. Причем не на словах, а в виде радикального законопроекта, который готовится в недрах команды Фридриха Мерца. В политических кругах эту инициативу уже называют самым жестким поворотом за последние 20 лет. Как утверждают собеседники, знакомые с содержанием документа, речь идет не просто о поправках, а о полной перезагрузке миграционной политики. Текущая модель, унаследованная от эпохи Меркель, объявляется неэффективной, несущей риски безопасности и социальной нестабильности. Новая концепция делает акцент на нулевую терпимость, особенно к нелегальной миграции, серым схемам получения статуса, а также тем, кто не может доказать свою экономическую и профессиональную ценность для страны. Внутри МВД, по сообщениям отдельных сотрудников, уже идет подготовка к созданию отдельного органа по ускоренной процедуре рассмотрения дел. Приоритет – гражданам, военным, инженерам, специалистам в критических отраслях. Остальным временный статус, пересмотр либо депортация. И что важно, сроки рассмотрения сокращаются до нескольких недель. Некоторые положения проекта прямо указывают на возможность отказа от автоматического продления статуса беженца, а также пересмотре предоставленных ранее видов на жительство. По сути, массовая зачистка миграционного поля. Все это подается под соусом обеспечения безопасности, экономической устойчивости и социальной стабильности. А в политических кулуарах уже звучит тревожное слово «миграционное обнуление». И здесь начинается самое интересное. На фоне ожидаемого ужесточения миграционной политики Германию всколыхнула новая волна слухов, власть может покинуть Берлин. Первым эту информацию подхватили несколько региональных изданий, затем тему стали активно обсуждать в телеграм-каналах и экспертной среде. По данным нескольких политических обозревателей, близких к правительству, внутри ведомства действительно циркулирует доклад, где анализируется идея переноса ключевых административных структур в другой город. Формальный предлог – это перегруженность столицы, транспортная нестабильность, постоянные протесты, уязвимость к внешнему вмешательству и общее падение уровня безопасности. Но, как отмечают политологи, настоящие причины могут быть куда глубже. Все больше намеков на то, что элита хочет перезапустить систему управления, выведя центр принятия решений из поля общественного контроля. Такая тактика известна как административная изоляция, дистанцирование от уличных протестов, журналистов и медийного давления. Среди возможных резервных столиц называют Потсдам. Это тихий и близкий к Берлину. Бонн – бывшая столица с готовой инфраструктурой, и даже Гамбург – крупный логистический хаб с выходом к Северному морю. Об этом пока никто не говорит официально, но появление нового урегулирования административного центра – это вопрос времени, считают аналитики. Некоторые эксперты связывают инициативу с более широкой трансформацией. Если Германия меняет миграционную, военную и экономическую доктрину, логично, что изменится и структура управления. Такой шаг позволил бы правительству действовать быстрее, вне зоны прежнего давления и даже при необходимости оперативно вводить экстренные меры, в том числе связанные с безопасностью и внутренним контролем. А теперь внимание! Пока в Германии обсуждают перемены, сам Мерц исчезает с публичной повестки. Ни брифингов, ни фото, ни заявлений. Только через несколько дней начинают появляться первые намеки. Канцлер тайно вылетел в Объединенные Арабские Эмираты, и это была вовсе не туристическая поездка, как сообщают независимые политические обозреватели. Встреча прошла за закрытыми дверями с участием представителей энергетических корпораций и одного из ключевых политиков Эмиратов. Официальная цель визита в Берлине не озвучивается, тем не менее, по данным журналистов из арабских и европейских изданий обсуждались вопросы стратегического партнерства от создания запасных энергетических каналов до логистических маршрутов в обход Брюсселя и контролируемых зон Европейского Союза. Важный момент. На переговорах поднимались темы переноса капитала, защиты активов, а также перевода части производства за границу. Особый интерес вызвала идея создания параллельных экономических платформ вне зависимости от решений Еврокомиссии. Также упоминается, что один из пунктов стал вопрос временной и контролируемой миграции, но уже на условиях Германии, а не по квотам Европейского Союза.
По данным инсайдеров, обсуждалась схема, при которой часть промышленных ресурсов и квалифицированной рабочей силы может быть размещена в нейтральных экономических зонах в сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами, Саудовской Аравией и другими государствами, не входящими в евробюрократическую структуру. Подобные переговоры прямо указывают, Германия ищет пути выхода из жестких рамок, выстроенных в Брюсселе. И Мерц, похоже, действует не спонтанно, а в рамках четко выстроенной стратегии новой независимости. Все это складывается в единую мозаику. И следующий ее фрагмент куда более тревожный. За внешней риторикой стабильности и европейских ценностей в Германии формируется новая идеологическая архитектура, о которой пока не говорят публично. Внутри экспертного и политического сообщества все чаще звучит концепт «Германия для своих». Речь идет не об изоляции, а о радикальной смене курса, при котором ключевыми становятся не толерантность и открытость, а жесткий структурный контроль, приоритет внутренним интересам и отказ от внешнего давления, включая давление Европейского Союза. Как отмечают аналитики, в нескольких правительственных записках, подготовленных для внутреннего обсуждения, уже фигурирует термин «новая идентичность». Это не просто слова, это целое направление, которое охватывает миграционную, военную, образовательную и экономическую политику. Новая Германия, судя по этим сигналам, закрывает эпоху Меркель и даже дистанцируется от модели Шольца, где была попытка балансировать между либеральной риторикой и европейским курсом. Теперь приоритеты жестко меняются. Образование для граждан, бизнес для резидентов, преференции для тех, кто в системе. При этом идет перераспределение государственных и финансовых ресурсов. В первую очередь стратегически важные отрасли и регионы. Уже идут разговоры о реформе Конституции, чтобы развязать руки в вопросах национального контроля и реформ силовых ведомств. В этой логике укладываются и переговоры с восточными странами, и, возможно, перенос столицы и новая военная стратегия. Все подчинено одной сверхцели – это вернуть Германии суверенное политическое и экономическое ядро, даже если это означает конфликт с Брюсселем, отказ от соглашений и полный пересмотр Союза. И вот здесь включается главное противоречие – Германия против Евросоюза. Реакция из Брюсселя минимально и сдержана. Официально Еврокомиссия подчеркивает, что миграционная политика Германии остается внутренним делом, но по неофициальным каналам все чаще звучат тревожные сигналы. Как отмечают эксперты, близкие к брюссельским структурам, Берлин явно выходит за рамки общего курса Евросоюза, и этот факт уже не остается незамеченным. По данным инсайдеров, переговоры Фридриха Мерца с Объединенными Арабскими Эмиратами, планы переноса столицы и упоминания о немецком суверенитете воспринимаются в ключевых институтах ЕС как прямой вызов единой Европы и коллективного управления. В кулуарах Еврокомиссии обсуждают, что подобные шаги могут стать первым звеном цепочки, приведшим к фактическому ослаблению роли Брюсселя в управлении Германией. При этом, как сообщают источники, близкие к переговорам внутри Европейского Союза, официальные лица избегают резких высказываний, стараясь не провоцировать открытую конфронтацию. Германия сегодня воспринимается как слишком непредсказуемый и важный игрок, чтобы сразу же включать жесткие санкции или публичные обвинения. Тем не менее, по некоторым данным уже идут закрытые консультации с целью разработки механизмов влияния и реагирования, если Берлин продолжит курс на национальную автономию в ущерб общим европейским интересам. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.